Дарья. Здравствуйте. Вы у нас из группы «Февраль» 2024 года. Да. Дарья, можете рассказать вкратце, что у вас было до курса ЛЦК, какие проблемы, трудности? До У нас основная проблема то, что ребенок не разговаривает. То есть сейчас уже 11 лет дочке, то есть достаточно большая, но как бы общаясь с родителями, я вижу, что все те проблемы, которые были у нас там в 5-6 лет, они все те же самые, что и у всех остальных людей. Но у нас это со временем немножко ушло, и я связываю это с тем, что мы поменяли место жительства, соответственно, поменяли качество питания, ну и прочие моменты. И как бы вот. А основным, конечно, остается это отсутствие речи полностью, вот, частичное понимание обращенной речи. Ну и у нас было, конечно, не самостоятельность. То есть мне приходилось в 11 лет приходилось ее одевать, приходилось ее умывать, мыть, там все вот эти процедуры личной гигиены, как бы все это делали мы сами, она этого ничего не делала. Вот, ну, соответственно, ну вот таким вот образом. То есть ребенок как бы, ну, в целом-то все нормально, здоровая, счастливая, все хорошо, но, например, в школу мы ходить не можем вместе с остальными ребятами, нас не берут в школу, соответственно, это ну, то есть понятно, что не знаю даже, как сказать. Не инвалид, но неполноценная жизнь получается уже, наверное, так. Вот. То есть ограниченная, вот правильно будет сказать. Вот, поэтому как бы про клинику доктора Левит я узнала давно, с того момента, как нам поставили диагноз аутизм. Нам официально поставили диагноз аутизм, наверное, в 2021 году. Мы делали МРТ мозга, проверяли полностью здоровье, были у специалиста именно по аутизму. Здесь в Таиланде есть такие врачи. И нам официально поставили диагноз расстройства аутистического спектра. Вот. И начали уже более детально интересоваться, что в чем проблема, как это вообще, что это, как это лечится, что с этим делать и так далее. Вот. И, соответственно, узнали про клинику доктора Левит. Вот, связывалась я с сотрудниками клиники еще до ковида, но тогда было только личное присутствие в Израиле, что для нас было немножко невозможно, скажем так. И после ковида, уже когда все немножко вернулось в норму, увидела рекламу на Facebook, онлайн-вебинаре, думаю, надо посмотреть, потому что я знаю, про что это нам надо. Вот. Ну и, соответственно, узнала как раз о том, что есть онлайн-курс. И сразу же мы записались. Вот. Ну и, в принципе, вот, да, с февраля мы на курсе, и сразу практически со второй недели занятий на курсе у нас появились заметные изменения, появились улучшения, и вот занимаемся дальше, надеемся, конечно, что самое главное, конечно, речь, потому что я считаю, если появится речь, она постепенно, планомерно сама вернется в полноценную жизнь, и даже если она будет чуть-чуть там где-то позднее по возрасту ходить в школу, это, ну, это мелочи. Самое главное, чтобы начала говорить, конечно. Вот. Алена, а можете рассказать, какие изменения у вас произошли, что больше всего потрясло, удивило, поразило? Поразило меня вообще то, что это поразило меня в самом курсе, то, что это вот настолько простое и настолько как бы доступная, то есть не нужно ничего специального, все завязано только там на стабилизации питания, на определенных упражнениях. И то есть я уже сама вижу, что мы сами своими руками ребенка выводим в норму. То есть на данный момент я как бы сожалею о том, что мы не могли сделать этого раньше, как бы, но с другой стороны я понимаю, что ну и курса тогда не было, и все прочее, прочее, то есть как бы не от нас зависящие обстоятельства, но если бы у меня была возможность записаться на этот курс, когда дочке было там 3, 4, 5 лет, я бы давно это сделала. Вот. Сейчас я как бы жалею о потерянном времени. Как начали заниматься на курсе, поразило то, что, ну,
Не знаю, у других есть проблема, у меня, конечно, дочка максимально быстро и просто перешла на здоровое, на полноценное питание, на стабилизацию. Она легко отказалась от запрещенки. Она с удовольствием кушает. Сейчас, правда, проблемы с гречкой. Гречку она есть не хочет. Но все остальное, овощи, все, утку, все кушает. И знаете, у нас даже были такие ситуации. Мы пошли в кафе, и там в блюде были перец, кусочки красного перца. Я и начала частично этот перец из тарелки убирать. И потом смотрю, она сама взяла и все это, все ненужное из тарелки убрала, и это есть не стала. То есть без дополнительных каких-то подсказок, напоминаний, она сама все это в тарелке отодвинула, и есть просто это не стало. Вот. Также у нас постепенно и ну, как бы самостоятельно, без дополнительных каких-то там нагрузок, еще чего-то, у нас уходит лишний вес. Это уже очень хорошо видно, потому что из-за нарушений питания, ну, я давайте, знаете, как скажу, в 5 лет у нас были дикие истерики. Она просыпалась в 5 утра с криками, ссорами, на нас там соседи жаловались и все прочее. Вот, просто потому что она была голодная. Если она была голодна, ее надо было сразу кормить. И, то есть, там в 5 утра подрывались, грели быстрее, там ложку ей в рот сували, чтобы просто не было вот этого рева, крика и всего прочего. Соответственно, и у ней не было понимания, понимания того, наелась она или нет. И, то есть, если поставишь перед ней тазик, она могла съесть весь этот тазик. Хочет, там, наелась, не наелась, она ела, пока вот перед ней стоит. Соответственно, появилась проблема лишнего веса. Это проблема достаточно такая серьезная, потому что в 11 лет вес достаточно большой. И вот сейчас за 3 месяца, да, на стабилизации питания у нас постепенно уходят килограммы. Она стала выглядеть лучше, это само уходит, то есть мы там ничего дополнительно такого не делаем. И, ну, это хорошо. Вот, и она сейчас вот на стабилизации питания, и у нас есть сейчас такие моменты, что если она наедается, она не ест. Она сидит возле тарелки, ей говоришь, если наелась, можешь идти. И она встает и уходит. То есть раньше бы она ела бы ну, без остановки, она пока все не доела, она бы не остановилась. Сейчас у нее есть понимание. Она стала есть меньше, то есть порции стали меньше, и есть понимание, наелась или нет. То есть если она наедается, она, соответственно, не кушает больше и спокойно уходит из-за стола. Вот. А после курса она у нас стала более самостоятельной. Она сейчас сама одевается, сама переодевается, она сама умывается, ходит в душ, сама себе чистит огурцы, берет витамин. То есть вот такие какие-то мелочи, но для нас это значимые мелочи, и они делают нашу жизнь в том числе легче. Потому что, ну, да, ей просто скажешь, там, иди в душ, она пойдет сама помоется, это очень сильно облегчает, помогает, и как бы, ну, и опять же, она сама, если захочет, она может пойти это и сделать. Вот, то есть, если она хочет кушать, она идет в холодильник, открывает, смотрит там. То есть, раньше такого не было. Сейчас у нее вот это вот все есть. Она стала более лучше понимать обращенную речь. Она лучше на это реагирует, лучше там делает что-то. Также мы с ней ходим на занятия, то есть в школу мы не ходим, но мы посещаем дополнительные занятия со специалистом. И вот наш учитель, она тоже отметила, что у Алисы изменения в лучшую сторону, то есть они там делают какие-то карточки, задания, она перестала путаться, она делает все более четко, и у ней более сконцентрированное внимание на занятиях. То есть она более сфокусирована именно на занятиях, поэтому изменений много, изменения есть, и я как бы знаю, что это не предел, вот, поэтому у нас все хорошо, да. Дарья, я очень рада за ваши успехи, за вашу победу. Может, вы хотите сказать что-то родителям, которые посмотрят ваш отзыв? Да, я хотела бы сказать родителям, что не нужно терять времени. Это наши дети, и их здоровье полностью в наших руках. И не теряйте времени, просто записывайтесь, пробуйте сами, проходите. Потому что тоже мы проходили через многих врачей, через многих специалистов. И закончилось все тем, что нам официальные врачи сказали, что мы ничем вам помочь не можем. И мы остались одни на одни с этой проблемой.
Поэтому АИЮ, оказывается, можно так просто и своими руками решить. Поэтому не теряйте времени. Я бы порекомендовала всем. Дарья, спасибо большое. Впереди у вас очень много успехов и побед. Спасибо большое. Спасибо вам за отзыв. До свидания. Спасибо, до свидания.